Здравствуйте, друзья! Мы сегодня читаем притчу о талантах из Евангелия от Матфея. Слава тебе, Господи, слава тебе! Сказал Иисус: бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что им имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, друзья, Господь требователен. Вот как раз эта притча о талантах, а вместе с ней еще и предыдущая притча в Евангелии от Матфея, очень известная притча о неразумных и разумных девах. Вот эти 2 притчи нам показывают, что Господь требует усердия. То есть требует определенных усилий, старания, как вот говорят церковным языком, ревности. Мы должны не стоять на месте, мы должны действовать. И суть духовной жизни – это не в избежании зла. Очень часто многие люди думают, что, надо всего лишь не грешить, не творить зла. Но дело в том, что не делать зла недостаточно. Мы должны активно творить добро. И вот именно об этом говорит эта притча. Итак, друзья, мы видим, во-первых, что вот этот господин поступает довольно оригинально, потому что он не раздает равномерно вот эти
таланты. Кому-то дает 5, другому дает 2, третьему дает только 1. И как говорит и пишет евангелист Матфей, каждому дает по его силе. Это очень важно. А потом как бы в продолжении первый употребил эти 5 талантов в дело, второй также, а третий побоялся и спрятал этот талант в земле. Возвращается господин, он встречается с этими рабами, и тут некий почти обряд, то есть повторяется как бы одно и то же. Дважды, по крайней мере, что первые 2 приходят, дают то, что они заработали, приобрели, и этот господин говорит им обоим: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многом тебя поставлю. И войди в радость господина твоего». Дважды одинаковые совершенно слова. И даже он не обращает внимания на то, что один заработал 5 талантов, другой 2. Но все-таки каждый заработал сколько мог, исходя из того, что у него было изначально. А вот третий нет. Он мог бы заработать всего лишь 1 талант. 1 получил, и 1 бы, допустим, приобрел бы. Но нет. Он спрятал талант, он испугался. Ну, а вот если подумать, этот третий раб, который получил всего лишь 1 талант, что плохого он сделал? В общем-то, ничего абсолютно плохого нет. Он этот талант не потратил для себя, он не присвоил его себе, он не потерял его. Даже наоборот, он зарыл этот талант в землю, чтобы не потерять, чтобы не было опасности какие-то. И, кроме того, он вернул своему господину ровно столько же, сколько от него получил. Поэтому он говорит господину: вот тебе твое. То есть, получай, пожалуйста, возьми обратно те деньги, которые ты мне дал, не больше, но и не меньше. Вот именно столько же, сколько ты дал мне. В каком-то смысле он даже немножко как будто хвалится тем, что вернул господин его талант в целости. И действительно, если подумать, употреблять талант в дело – это определенный риск, даже в наши дни, а уж тем более тогда. То есть можно было бы заработать, примножить эти деньги, как и случилось в первом, во втором случае. Но, с другой стороны, можно было и потерять. Это был довольно серьезный риск. А, в общем-то, не рисковать с чужим капиталом – это совсем правильно, в общем-то. Но трагедия в другом. Кроме того, вот этот наш друг испугался. И испугался, потому что знает своего господина. И он так и говорит: я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в земле. Он испугался. Но это вполне нормально бывает, как часто бывает в жизни, что мы боимся и боимся рисковать. Поэтому, казалось бы, этот раб, в общем-то, ничего такого плохого не сделал. Но есть все-таки один важный момент. Он не исполнил волю своего господина. Слово «талант» почти во всех европейских языках означает фактически способность. Но именно благодаря этой притче, потому что на самом деле талант – это тогда был крупной денежной, а также и весовой единицей. Вот господин отдал какую-то сумму денег. Вот в эквиваленте, скажем, 5 талантов, 2 таланта, 1 талант. И самое интересное, что каждому, как я уже говорил, каждому по его силе, то есть по способностям, с тем, чтобы эти рабы пустили эти деньги в оборот.
Вообще-то у нас у всех есть какие-то способности. Есть люди более способны, менее способны, более талантливы как раз, менее талантливы. Но способности, в общем-то, и у нас есть у всех. И каждый должен потрудиться, чтобы эти способности реализовались. Это может быть творческие способности, это может быть умственные способности, это какие-то способности что-то конкретно своими руками делать, работать хорошо и так далее. В том числе и талант, например, в бизнесе. Люди, которые зарабатывают деньги, это тоже определенный талант. Но для всего, для осуществления, для того, чтобы реализовать эти таланты, надо потрудиться. Просто так ничего не получается. И, среди прочего, эта притча нам говорит и об этом. Это большая ответственность быть талантливым человеком, потому что мы должны быть в ответе перед Господом. Он нам дал определенные способности, и рано или поздно мы должны перед Ним отчитываться. Вот ровно как в этой притче. Поэтому человек, который, допустим, очень умный, или который имеет какую-то определенную способность и не осуществляет ее по разным причинам, потому что ленивый или потому что боится, вот он должен за это отвечать. И будет за это отвечать рано или поздно. Итак, друзья, талант – это деньги, как мы видели в античности. Талант – это способности сейчас почти на всех языках. А что еще может быть талантом? Талант – это что-то, что мы получили совершенно даром, бесплатно, который не заработали, что кто-то нам подарил. И талант, например, это вера. Талант – это надежда. Талант – это любовь. Все это мы получили совершенно бесплатно. Это огромный дар Божий – вера и надежда, и любовь. Но мы способны это приумножить. Что превалирует в нас? Страх за риск, лень. Или все-таки мы способны приумножить этот огромный капитал, который получили от Бога, который называется вера и надежда, и любовь.